Теперь имею счастье пригласить на эту сцену Никлауса Трокслера. I was born 63 years ago in this little picturesque Swiss town called Willisau near Lucerne in Switzerland. Я родился в 1947 году в маленьком живописном швейцарском городке Виллисау рядом с Люцерном. I'm working in this house. Я работаю в этом доме. And also living. И в нем же и живу. Here a view in my studio. Это моя студия. But on the other hand, jazz is fascinating me since I was a boy. The influence of jazz in my poster design is enormous. Джаз всегда меня завораживал еще с детства, и влияние джаза на мой дизайн очень велико. I think everything that attracts me in jazz music I can transform in my design. Rhythm, structure, sound, color sound, interaction, composition, contrast, individuality, etc., etc. Я думаю, что все, что привлекает меня в джазе, я могу преобразовать в свой дизайн. Ритм, структуру, звук, взаимодействие, композицию, контраст, индивидуальность и так далее. I can say my roots are in my record player. Можно сказать, что мой дизайн растет из моего проигрывателя. So keep in mind when you look on my posters. Так что не забывайте об этом, когда будете смотреть на мои плакаты. Since I was 19 years old, I was starting organizing jazz concerts in my hometown, and later in 1975 an annual 4-day jazz festival. Еще в 19 лет я начал организовывать джазовые концерты в моем родном городе Виллисау. И позже, в 1975 году, я открыл ежегодный 4-дневный джазовый фестиваль, который теперь стал известным и популярным по всему миру. Besides this festival, I'm organizing about 6 to 7 concerts a year. Помимо этого фестиваля я организую 6-7 концертов в год. It's a great pleasure to announce the musicians after a long preparation. И очень приятно, после того, как долго-долго готовил эти концерты и фестиваль, наконец объявлять выходящих на сцену музыкантов. Here a few pictures also with the stage design. И это несколько фотографий, показывающих примеры моего дизайна для сцены, сценографии. But last year I finished organizing this festival. I gave it over to my nephew. Но в прошлом году я передал бразды правления фестивалем моему племяннику. I was working with the same silkscreen printer for over 40 years, and now I changed the printer because he was stopping printing posters. Я в течение 40 лет работала с одним и тем же печатником для шелкографии, но недавно я, в общем, перешел на другой, потому что он перестал печатать плакаты. I show you now my posters here, and early posters from the 60s. Это мои ранние плакаты из 60-х. And then the one in 1970, Three Snakes Express a Trio with Tension. Этот я сделала в 70-м году. Эти 3 змеи показывают напряжение в трио. Snakes are very exotic and sinful. Змеи очень экзотические и грешные животные. A powerful fist, 5 fingers, one strong group in 72. Этот плакат показывает сильный кулак, 5 пальцев, и анонсирует концерт одной очень сильной группы под названием European Jazz Unity. This was a poster for the prestigious quartet of Keith Jarrett, but I did it just on a scrap of paper, handwritten in 74. Этот плакат я сделала в 1974 году, он для Кита Джарретта, и это просто маленький кусочек бумаги, приклеенный на плакат. Sketches, collages, strange lettering in 72. Скетчи, коллажи, странная типографика в 1972 году. I like illustrating as well as doing typography. Sometimes illustration becomes type. Here for a group called the Trio. Я люблю заниматься иллюстрацией не меньше, чем типографикой, и очень часто иллюстрация превращается в типографику, как, например, в этом плакате. All the following posters I got to show you are in the so-called Weltformat, but it's just the Swiss format.
in 1941, a few graphic designers in Switzerland decided to check out the ideal poster size. And they still work on that format. Все плакаты, которые я буду показывать далее, сделаны в так называемом вейт-формате. Это швейцарский формат. В 1941 году группа швейцарских дизайнеров решила, что это будет идеальный формат для постеров. 90,5 на 128 сантиметров. Here I adapted the envelope of one of the many airmail letters during dealing with the musician. Здесь я адаптировал, использовал дизайн конверта для плаката музыкального. For the Don Pullen Quartet, an American who was not representing the official United States, so I changed the colors of the flag and also the keys of the piano, as you can see. Этот плакат для квартета Дона Пулена, он американский музыкант, который не является представителем официальных Соединенных Штатов, поэтому я поменял цвета на флаге. И также цвета клавиш на фортепиано, как вы можете видеть. Этот плакат был сделан в 1978 году. It's from 1978, and also this one for the festival in 1978. Again a snake, as you can see. I like it very much. Snakes. Этот плакат был сделан в 1978 году для джазового фестиваля. Как видите, опять змеи, мои любимые, наверное, животные, очень их люблю. In those years, I tried to find metaphors for a poster. For example, here a poster for a musician with name George Coleman, and I had so many phone calls with him, so I changed it into Coleman. Предоставлены еще интересные метафоры в последние годы для моих плакатов. Например, это плакат для музыканта Джорджа Коулмана. И мы столько с ним говорили по телефону в процессе подготовки, что я назвал этот плакат «Человек-звонок» и поменял дизайн трубки. Or here in 1979, if he is named Rivers, maybe a fish will jump out of his saxophone. Этот плакат был сделан для Сэма Риверса, саксофониста. One of my earliest famous posters for the group of piano player McCoy Tyner, Negative Positive. This was always attracting me as a design principle. I have a personal demand to design regularly pure typography posters. Это один из моих ранних известных плакатов для группы пианиста Маккоя Тайнера. Меня всегда очень привлекала тема негатива и позитива, и я ее использовал в этом плакате. 1981, Sun Ra, the intergalactic piano player with his orchestra. Сан Ра – это интергалактический пианист и его оркестр. 1981 год. And here, where the music comes from the heart, the brain, from further down the belly, in 1980. Этот плакат размышляет на тему того, откуда появляется музыка, из сердца, из головы или внизу живота. 80-й год. For saxophone player Arthur Blythe from New York. Это для саксофониста Артура Блайда из Нью-Йорка. My jazz poster got quite recognized in Switzerland, so I got more and more other poster jobs. Here, one for the famous Swiss National Circus Knie. Со временем мои джазовые плакаты стали узнаваемы в Швейцарии, и я получал все больше и больше заказов. Например, этот плакат был сделан для знаменитого швейцарского национального оркестра Circus Knie, 1981 год. Here a poster for the very last concert of the electric jazz group Ohm, Plug Out and Finish. Это плакат для самого последнего концерта Electric Jazz Group Ohm. Выключай и заканчивай. 1982 год. This one was for a group with Indian musicians, very meditative. Can you see the elephant? Это плакат для группы индийских музыкантов, очень такая медитативная музыка. Он называется «Можете ли вы разглядеть здесь слона?» 1983 год. For the 1983 festival, a festival with many African groups. In those years I liked very much the cutouts. Of course I got very impressed by the cutouts of Henri Matisse
but I tried never to be too close to his art, I guess. 83 год, джазовый фестиваль. В нем в этот год участвовало очень много африканских групп, и в то время я очень увлекался резанием бумаги, и, конечно, меня очень привлекала и завораживала техника Андре Матисса, но я старался не слишком близко к нему подходить. Ну, я надеюсь, что у меня получилось. This poster is done with a good old typewriter in 83. Этот плакат в 83 году я сделал с использованием обычной печатной машинки. Sometimes I transform experiences from the typography into illustration, sometimes from illustration into typography. Here an adaptation from my typography posters for McCartney, we just have looked a few pictures away. Here just these figures for the Vienna Orchestra in 85. Иногда я в процессе работы перехожу от типографики к иллюстрации, иногда от иллюстрации к типографике. И здесь это такая типографическая версия моего плаката для Маккоя Тайнера, который мы недавно видели, для Венского оркестра в 1985 году. Another cutout posters for a Brazilian group, Hermeto Pascoal, in 85. Другой плакат выполнен в такой же технике для бразильской группы Hermeto Pascoal, 1985 год. Here a poster for a dedication concert to Thelonious Monk in 86, a portrait of Monk, but the secret is I wanted to visualize Monk's famous composition Around About Midnight. The rhythm of the type compares to the tune. Этот плакат был сделан к концерту, посвящению Телониусу Монку в 1986 году. Это портрет Монка, но я хотела визуализировать известную композицию Монка где-то около полуночи. И ритм типографики здесь работает вместе с музыкой. A woodcut style poster for the dedication concert to Fats Waller. Этот плакат сделан к концерту, посвящению Фэтсу Уоллеру. Here I took a photograph, one of my rare photographic posters, put it in screen dots and blew it up to poster size in 87. Этот плакат я сделал в 1987 году. Я взял фотографию, на нее наложил точки и увеличил до формата плаката. Third kind of blue, hand painted. I painted the shape around the figure in 87. Это живописный рукотворный плакат, называется третий тип, третий оттенок голубого. Я просто нарисовал форму вокруг фигуры, 87 год. Sometimes I think we over-design our project, and sometimes it's better to take just a sketch to keep it fresh and spontaneous. Sometimes we look really too long on a design. Here for New York Jazz in 87, and I really went back to an early sketch. Иногда, мне кажется, мы слишком стараемся и слишком долго работаем над плакатом. И иногда надо отойти от этого и постараться остановиться рано и сохранить какую-то свежесть. Здесь это просто практически скетч, эскиз. Этот плакат был сделан для Нью-Йоркского джазового оркестра в 1987 году. Here another type sketch for Daniel Lumière in 88. Другой типографический эскиз для Даниэля Хумера в 1988 году. For the 89 festival, many little elements for the festival atmosphere and some local symbols. Для фестиваля в 1989 году много элементов фестивальной атмосферы и некоторые местные символы. And here, for a solo concert of Cecil Taylor, I expressed this radical playing, and the one finger shows to the information text in 89. Этот плакат был сделан для сольного концерта Сесила Тейлора, и в нем я пыталась отразить его радикальную манеру игры. И один палец указывает на информационный текст вверху. 1989 год. I like sound rocks, in music terms clusters, sometimes not very readable, but interesting. Мне очень нравятся музыкальные аккорды, которые в музыке принято называть кластерными аккордами. Иногда они не очень
Иногда постер может не считаться, но оставаться интересным. 90-й год. Here another type posters. It's Futura, I guess, for Willem Breuker, who just passed away a few months ago. Этот плакат был сделан, по-моему, Футурой, я ее вырезал, и сделан он был для Уильяма Бройкера. 90-й год. The Revolt, a poster for a theatre piece about Bakunin, the founder of Anarchy in 1990. Бунт. Этот плакат был сделан для театральной постановки, посвященной Бакунину, основателю анархии. 90-й год. This poster I did right after my first visit to Australia. I got very impressed by the simple art of drawings by the Aborigines in 1991. Этот плакат я сделал после своего первого визита в Австралию. Меня вдохновило простое искусство рисунки. 91 год. Look to my relations to the edges. It seems important to me because I always wanted to look my posters bigger than the other ones beside it. On the poster places you have 3 or 5 posters side by side, so I want the passers-by looking first on my poster. But also as a composition it seems very important to me, the relations to the edges. Обратите внимание на мое отношение к краям плаката. Для меня очень важно именно это, потому что я всегда хотела, чтобы мои плакаты казались больше, чем они есть на самом деле. И я стремился к тому, чтобы можно было вешать сразу 3 плаката, то есть 1 центральный и 2 по бокам. Потому что я хотела, чтобы прохожие в первую очередь обращали внимание на мои плакаты. Но это также очень важно и с точки зрения композиции. Here typed by brush drops for David Murray, Kyle Sabar, or also an homage to Jackson Pollock. Это шрифт, созданный с помощью капель краски. Сделан плакат был для Дэвида Мюррея, Халила и Элизабара, или это посвящение Джексону Поллоку, 91 год. Here a spontaneous illustration for a festival, 92. Плакат со спонтанной иллюстрацией для фестиваля в 92 году. Here for another client in Baden, for the famous modern jazz quartet. You should imagine the posters on the left, on the right side of the poster places. So again, the edges. Этот плакат был сделан в Бадене для другого клиента, знаменитого модерн джаз-квартет. Представьте себе плакаты, такие же плакаты, которые располагаются слева и справа от этого центрального. И обратите внимание, опять же, на работу краев плаката. 92 год. This poster I did for the ecological conference in Rio de Janeiro in 92. Плакат я сделал для экологической конференции в Рио-де-Жанейро в 92 году. They rejected because it seemed them too Brazilian-oriented. But with the help of my silkscreen printer and the official Swiss Poster Association, I realized it in Switzerland. We posted over 600 copies around Switzerland, and I got many positive reactions, and also some design awards. Заказчик отверг этот дизайн, сказав, что он слишком бразильский. Но благодаря моему печатнику мы все-таки в Швейцарии выпустили небольшой тираж с помощью швейцарской ассоциации плакатов. Мы напечатали где-то 600 копий и, в общем, распространили их по Швейцарии. И я получила очень много откликов на этот дизайн и даже некоторые дизайн-награды. This one was for a theatre play, The Laughing, based on an essay of French philosopher Henri Bergson. The play was given at the old slaughterhouse in Bern. La Vache qui rit, cheese trademark, as you can see, in 93. Don't ask me about the copyright. Этот плакат был сделан для театральной постановки «Смеющиеся», которая основывалась на эссе французского философа Энри Бергсона. Эта постановка делалась на бывшей бойне. На плакате написано, то есть этот плакат использует тему «La Vache qui rit», если знаете, это такой бренд французский. Не спрашивайте меня про копирайт. 93 год. A poster has often different effects from distance or nearby. Here a portrait of Jimi Hendrix. When you look close at it, there are just abstract drops. From distance you can recognize the portrait of Jimi Hendrix.
работает, когда вы подходите к нему ближе, и когда смотрите на него на расстоянии. Например, этот плакат портрет Джимми Хендрикса. Когда вы подойдете ближе, вам кажется, что это просто разрозненные точки и кляксы. Когда вы отдаете дальше, вы узнаете Джимми. Here for the Kronos string quartet, just stripes with brush by brush. Этот плакат для Кронос квартета, просто штрихи краски. Here a political poster. I did it with the message Switzerland should join the European Union. And yeah, we got different reactions in the public. Этот плакат, это политический плакат, его идея, Швейцария должна присоединиться к Европейскому Союзу. И в 1996 году сделан этот плакат. So what I did, I changed the colors of the Swiss flag into the colors of the European flag. Были разные реакции на этот плакат, а смысл, то есть техника, я просто поменял цвета на швейцарском флаге. Here a poster for an exhibition of Swiss typographic posters. Doesn't it look very Swiss? Это плакат к выставке швейцарских типографических плакатов. По-моему, он очень швейцарский, правда? That one for the jazz festival in '97. Many jazz figures done very spontaneously with ink by brush. Это плакат к джазовому фестивалю в Велесау в 1997 году. Огромное количество фигур, которые были созданы просто спонтанно с помощью краски и туши. This was for the German SOS Children Village in '97. Это плакат для ассоциации по защите детей немецкой, 1997 год. Here a poster with letters designed by Maus for Fred Fries in '98. В этом плакате буквы, созданные мышкой, для Фреда Фрита, 1998 год. I learned a lot from Asiatic lettering. Why not Latin letters this way? Here in 1998 for a concert. By the way, we can enjoy. Oh no, that's okay. Let's just after that I did many composing letters in this Chinese or Asian way. Я многому научился у азиатского письма. Ну, например, почему бы не поставить латинские буквы таким образом? Это плакат к концерту, 1998 год. И с тех пор я часто, в общем, делаю так, экспериментирую с буквами. Here for an exhibition of film posters, the idea was the audience in the dark and the bright screen. Это плакат к выставке киноплакатов. Идея заключается в том, что у нас есть публика, которая сидит в темноте, и яркий экран. In '98, I designed the logo for the International Chinese Logo Festival. I still use it as I recognized. В 1998 году я разработал логотип для китайской международного фестиваля логотипов в Пекине. И, насколько я знаю, они до сих пор пользуются этим логотипом. Until last year, every year I could do a poster for my silkscreen printer. So here, the one for '98, 12 stripes in different colors for the 12 months. До недавнего времени каждый год на Новый год я печатал с помощью шелкографии плакат. Этот, например, был сделан в 1998 году. Это 12 полос разного цвета. I'm very interested in simple effects. Here with the Illustrator program, an example for a solo guitar concert by Uwe Kropinski. Я очень люблю простые эффекты. Например, здесь я использовал иллюстратор, и это плакат к концерту, сольному концерту гитарному Уве Кропински в 1998 году. But more and more I try to do triple posters with not but to bring the costs down, and so here I did it also as a triple with the same poster 3 times. Очень часто необходимо снизить затраты на производство плакатов. И вот здесь, например, я этот же плакат напечатал 3 раза. These bigger size posters, the triple posters, are more and more used for commercial
advertisements. And yeah, of course, from time to time I want to do it also for my jazz events. Плакаты большого формата все чаще и чаще используются в рекламе. И, конечно, мы периодически делаем это и для джазовых фестивалей. Here a poster for an exhibition of erotic posters. The idea comes from the mythological story Leda and the Swan. Это плакат к выставке эротических постеров. Идея была взята из мифологической истории о леди и лебеде. Also here you can see the relations to the edges, and it's also an optical irritation. The circles on top and down are exactly the same, but it seems that ones up are more bold because there is less space, and they are also on middle axis, but it doesn't look like. I like irritations like this. Здесь, в этом плакате, также обратите внимание на отношение к границам плаката. И кроме того, здесь есть такое оптическое раздражение. Например, вот эти круги наверху и внизу, они одинакового совершенно размера и толщины штриха. Но так не кажется, кажется, что верхние круги, они толще, потому что там меньше пространства вокруг них. Также они находятся на одной и той же вертикальной границе, на той же оси, но так не кажется из-за композиции плаката. Я очень люблю такие способы раздражать визуально. This one is more in a graffiti style, silver and blue and black. Это плакат в стиле граффити, серебро и синий на черном. I got a set of old rubber type stamps. Here my first experience with it in a poster in 2000. У меня есть набор резиновых штампов, и в этом плакате это первый мой опыт их использования. Это плакат для Jazz Italia. Here a poster for the Italian duo Gianluigi Trovesi Gianni Goccia in 1999. Here as a single poster. Это плакат для итальянского дуо Джанлуиджи Тровези Джанни Гочча, 99 год. Это одиночный плакат. And as a triple, like an Italian tablecloth. И здесь тройная версия. Это напоминает скатерть итальянскую. I think my design is changing in the same way like the music is developing. Here an example for one of my new design discoveries for Echoes of Techno, a very electronic group in 2000. Мой дизайн развивается, меняется так же, как развивается, меняется музыка. Это плакат одной из моих недавних открытий «Эхо Техно». По-моему, очень электронный. 2000 год. But on the other hand, I still like to work just with brush and ink. That's the one right after the one before. Но я по-прежнему очень люблю работать кистью и тушью. И этот плакат был сделан вскоре после предыдущего. Here a poster I designed also by Illustrator program by Mouse in 2000. Here as a single poster. Этот плакат я сделал в 2000 году с использованием мышки и иллюстратора. Это одиночный плакат. And I enciphered the second and third part and made it unreadable. И в левой и правой части я зашифровал информацию, и они не читаются. So in each line you just can read the first few words. То есть на каждом уровне вы можете прочитать только несколько слов. And you got the information. Also, this poster I illustrated in a spontaneous way by Illustrator program by Mouse in 2001. Это спонтанная иллюстрация с помощью мышки в иллюстраторе. For solo guitar player Marc Ribot, Just Stripes. Для соло-гитариста Марка Рибо. Просто полоски. Here a poster for a group with name New Bag. Это плакат для группы, которая называется New Bag, то есть новая сумка. Here a series of posters I did for UNESCO at the Swiss National Expo in 2002. U5 stands for 5 theater posters, and U for UNESCO.
Это серия плакатов, которую я сделала для ЮНЕСКО для швейцарской национальной выставки в 2002 году. U5 означает 5 постановок. U — это ЮНЕСКО. This one means cell phone number 11 doesn't reply about children at the front of the Bosnia War. Этот плакат означает, говорит, мобильный 11 не отвечает о детях, которые находятся на границе Боснийской войны. Identity about Swiss people living in the foreign countries. Identity, идентичность о швейцарцах, которые живут за границей. This means take off your clothes is about the exhibitionism in TV. Этот плакат называется «Раздевайтесь», про эксгибиционизм на телевидении. For the 2002 poster, I designed many rubber stamp figures. В 2002 году для джазового фестиваля в этом постере я сделал много-много-много фигур с помощью резиновых штампов. Here for a trio, I put every type 3 times. Brad Shepik trio. Этот плакат был сделан для трио Брэда Шепика. Я просто написал каждое слово 3 раза. Here for a solo concert of Simon Nabatov, original Russian. Это плакат к сольному концерту Симона Набатова. Он, кстати, русский по происхождению. Here for a jazz singer. After drawing many lips and mouths, I reached at the simple lipstick. I did information then with the lipstick, of course. Это плакат для соло джазового певицы, точнее. После того, как я нарисовал кучу губ, ртов и так далее, мне попалась на глаза обычная помада. Ну, естественно, я это использовал. This one for a group called Doppelmoppel. 2 trombones and 2 guitars. And I did it in the way of Psychotest Rorschach. I painted the 2 figures on the left and translated them to the right side as a mirror picture. It came out very erotic in a way. Плакат для группы под названием Doppelmoppel. 2 тромбона, 2 гитары. Я сделала плакат в стиле теста Роршаха. То есть я нарисовал фигуры на левой стороне и потом просто их откопировал, отзеркалил направо. По-моему, он получился какой-то очень эротический. Here a poster and an example when I had no idea, but I had to print the poster immediately. I was looking out of my window and recognized across the street some hunters with guns and in a typical clothes. It was winter time and I thought, why not a poster for the hunting season? The British musicians found it very strange and in a way okay for their music. Это пример истории, когда у меня вообще не было никаких идей, как сделать плакат. Я выглянул в окно и увидел переходящих дорогу охотников с ружьями и, в общем, в такой типичной одежде для охоты. Была зима, и я подумал, почему бы не сделать плакат к охотничьему сезону. Британские музыканты нашли этот плакат очень странным, но в каком-то смысле подходящим для их музыки. Here a poster for the band of the drummer Joy Barron, also done by Mouse in Illustrated Program. Плакат для группы барабанщика Джои Барона, сделан в программе «Иллюстратор», 2005 год. Here with stencils, 1 color, for Irene Schweitzer in 2005. Здесь трафареты в 1 цвет для Ирен Швайцер, 2005 год. For the tour with tuba and alto sax with the stripes, I got a nice movement. 2005. Плакат для дуэта трубы и альто-сакса. Мне кажется, что эти полосы дали какое-то интересное движение. Стеверт Блайт, 2005 год. And this one was for a New Yorker band. I put the white text of New York Times. Also here, don't ask me about the copyright. Это плакат для группы Нью-Йоркер. Я просто написала белый текст поверх Нью-Йорк Таймс. Не спрашивайте о копирайте. Браво!
Here for the Italian duo again, I took the prestigious Bodoni typeface. Для группы Italian Duo я выбрал престижный Bodoni. This idea came from the instruments. All three soloists play their instrument extremely by fingers, so I did it all by fingerprints. Эту идею подсказали инструменты. Все три музыканта играют очень интересно с помощью пальцев на своих инструментах. И я тоже сделала это с помощью отпечатков пальцев. Alto sax, accordion and bass. Альто сакс, аккордеон и бас. The idea for this came from the comes from the saxophone. As you can see, it comes from the saxophone. Идею этого плаката подсказал инструмент саксофон. Typeface Helvetica, and they asked a few designers to do a poster, and this was my kind dedication to it. As you can see, I'm not a great Helvetica lover. Этот плакат – часть празднований по поводу 50-летия известного швейцарского шрифта Гельветика. Компания попросила нескольких дизайнеров сделать плакаты на эту тему, и это мое посвящение шрифту. But I think it speaks for the typeface. Even when I cover it, you still can read it. Идея заключается в том, и, собственно, то, что написано на плакате, даже если прикрыть гельветику, она все равно выглядит прекрасно. This was a different way I did the poster. I printed in black and white on existing and printed posters. The effect I got was different poster backgrounds on different poster backgrounds. In 2008 for marker lines open loose. В этом плакате я использовал совершенно новую для меня технику. Я напечатал белой и черной краской по уже существующим напечатанным плакатам. И поэтому получились разные фоны у плакатов. Это плакат для Марка Гелиаса и Open Loose, 2008 год. So different. Each one was different. I have 3 daughters, and one is fashion designer and 2 are graphic designers. And in 2008, we had together an exhibition in China, 4 times Troxler. У меня 3 дочери, одна занимается дизайном моды и 2 графические дизайнеры. В 2008 году у нас была совместная выставка в Китае, которая называлась 4 Трокслера. This was for the Jazz Festival 2008 with red tape in 2 prints with the same colors. The ones who did the workshop with me should look at it more precisely. Это плакат для джазового фестиваля в 2008 году. Я использовал красный скотч и сделал разные части одного плаката. И те, кто вчера присутствовал на моем мастер-классе, должны особенно внимательно на него посмотреть. And this one also just stripes for a group with name the Red Sector. Это плакат просто линии для группы под названием Red Sector, красный сектор. And also a New Year poster for my silkscreen printer with tape in 2 colors, in different languages, even in strange states. Это плакат, новогодний плакат, шелкография, 2 цвета, 2 скотча как будто. По-моему, очень странный такой швейцарский плакат. Spontaneous poster done just with a pen for Charles Gale in 2009. Спонтанный плакат, просто карандаш, для Чарльза Гейла, 2009 год. For the group Gut Bucket, the text in a bucket. Для группы Gut Bucket, текст в ведре.
This one I did with chalk on a blackboard, like in my early school days. Этот плакат я написал мелом по грифельной доске, прям как в школе. And this one I did with the 4-color pen, very fast. Этот плакат я очень быстро написал ручкой, в которой 4 грифеля разных цветов. 2010 год. Here a recent one I just did last week for a jazz award, saxophone player Christoph Lauer. He will get an award in Essen, Germany. Это недавний плакат, черно-белый, сделан был к событию вручения джазовой награды саксофонисту Кристофу Лауэру в Эссене, в Германии. And a very, very recent one for a poster event in Heidelberg, Germany. Courage for Rage, and my text is, it's enough of doom and gloom, of that doom and gloom. Это другой, совсем новый плакат. Он был сделан к плакатному мероприятию в Гейдельберге, в Германии. И в нем как бы говорится, хватит уже этого мрака. Thank you, Masha, for your translation, and thank you very much.